Добрый день, Овны! Это ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. Вы можете смотреть это видео, если у вас Солнце в знаке Овен, Асцендент в знаке Овен, Луна, а также стеллиум планет в знаке Овен. Причем не обязательно, что там будет Солнце или Луна. Просто, например, несколько планет в знаке зодиака Овен. Венера, Юпитер, Меркурий и не знаю, что еще, Сатурн, например. Да даже 3 планеты уже достаточно. У меня в руках карты «Мистический понедельник». Так их разложим. И основное предсказание мы будем делать на карте «Лучезарное солнце», на колоде «Лучезарное солнце». Итак, я достаю 6 карт и задаю вопрос колоде. Что ждет Овнов в октябре 2023 года во всех сферах жизни? Почему 6 карт? Потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта – это Венера в Деве. Мы знаем, что на оси Овен-Весы происходит затмение в октябре. Будете чувствовать какую-то определенную гармонию с вашим любимым человеком. А если даже его нет, то вы все равно будете сами гармоничны сами с собой. Венера в Деве – это любовь к природе, к животным, к внутренней самости человека, к вашему здоровью. Вы поймете, что важнее всего, да, и самое главное в жизни – это даже не отношения с партнером, а ваши отношения с самим собой. И, возможно, это затмение, как раз которое будет в октябре, начиная с 14 октября будет цикл, откроется коридор затмений. Ну вы как-то сможете обрести эту определенную гармонию. Может быть, вы поймете, что к нам притягиваются только те партнеры, которых мы в данный момент заслуживаем. И если у вас сейчас нету отношений, значит, так должно быть, значит, вам нужно обрести гармонию в каких-то других делах. И Вселенная хочет, чтобы вы больше занимались собой, природой. Может быть, это вопросы, связанные с экологией, с животными. И это будет важно для вас. То есть ваши партнеры будут не ваш муж и жена в октябре, да, и даже, может быть, в дальнейшем, а какой-то мир в душе и красота жизни вообще в целом, вы будете это осознавать. Так, но это только первая карта. Сейчас мы будем открывать другие карты, чтобы больше прояснить ситуацию. Здесь такая карта сила выносливости, да, и Солнце в знаке зодиака Скорпион здесь изображено. Это ваша какая-то определенная сила воли в отношении к финансам, к работе. Может быть, ваша работа связана с какими-то силовыми структурами, либо вы пойдете на такую работу, может быть, вы заключите как раз-таки контракт, не знаю, потому что ось Овен, Весы – это же ось еще контрактов, договоров с другими людьми. Это не обязательно ваши личные отношения, но здесь и партнер в том числе может влиять каким-то образом на вас. Ваш интимный партнер, ваш какой-то спонсор может делать вас сильнее внутренне. Это карта Скорпиона. И здесь этот сектор, второй 8-й сектор, да, где она лежит, это как раз-таки есть влияние Скорпиона, влияние денег. Может быть, у вас будет что-то такое, что сделает вас сильнее в плане заработка, в плане своей собственной самооценки. Вы сможете победить какие-то свои страхи, комплексы. Это здесь может быть обдумывание, да, и отказ от каких-то прошлого влияния вашего партнера. Потому что Скорпион – это сектор манипуляций, да, и если вы были под влиянием какого-то человека или ситуации, может быть, какого-то денежного вопроса, например, кредита, или там вы выплачивали какие-то страховые, не знаю, взносы, суммы, то вы как будто бы уже достаточно сильны, чтобы преодолеть эти вопросы, и у вас может улучшиться и финансовая жизнь, и ваша любовная, сексуальная жизнь. Вы как будто бы, как возрождаетесь, побеждаете какие-то внутренние негативные установки в своей голове. И здесь Солнце, видите, Солнце восходит над вашей головой, поэтому это благоприятная карта в секторе финансов и интимной жизни тоже. Третий сектор гороскопа, 3-й, 9-й, это такая ось общения, обучения.
Здесь вы сомневаетесь относительно чего-то, может быть, вы переписываетесь, общаетесь с каким-то человеком издалека, или просто у вас много какого-то общения, переписки или общения реального. И здесь вы почему-то проявляете такие качества весов, здесь Венера в весах. Может быть, вы не знаете, как правильно общаться, у вас не складываются какие-то общения, взаимодействия с людьми. Вы переживаете по этому поводу, да, может быть, вам давно не писал какой-то человек, и вы ждете от него письма, или что-то он пишет, вам не нравится, или какое-то как-то вот общение происходит так, что вам это не совсем понятно, и это вызывает в вас сомнения, какие-то недоумения. Может быть, здесь вопросы, связанные с учебой. Вы волнуетесь, хватит ли вам денег на какое-то образование, на учебу, на какую-то поездку, на ремонт автомобиля или на покупку какую-то, связанную с гаджетами, с транспортом. Вы думаете, стоит ли вам покупать, например, новый компьютер, новый телефон, стоит ли вам ехать куда-то, покупать эти билеты, да? Здесь у вас вот сомнения на этот счет, но мы можем спросить у карт, с чем это связано и почему вы сомневаетесь. Семерка мечей. Семерка мечей — это какая-то хитрость, да? Это что-то здесь или кто-то, да, или какая-то ситуация складывается не совсем честно. Здесь есть что-то тайное, возможно, да, или было раньше, и сейчас вы боитесь опять, что кто-то держит меч за спиной, да, может быть, это связано с вашими какими-то друзьями, близкими, даже, может быть, родственниками, с братом или сестрой, и вы не очень уверены, да, в этой ситуации, потому что вас в прошлом, может быть, уже обманывали или не давали вам какой-то ясности. А может быть, вы и сами такой человек, что вы хотите какую-то выгоду для себя и ждете подходящего момента, но вы все еще не уверены, сбудется ли это, стоит ли вам это делать. Это может быть связано, как я уже сказала, и с учебой, и с поездками, и с транспортными средствами, и со средствами информации какой-то. Что-то вы здесь планируете как-то схитрить, что-то поиметь за счет другого человека или какой-то другой ситуации. Так, 4-й, 10-й сектор – это Луна в Тельце. Это прекрасное положение, потому что это еще одно как бы доказательство того, что в плане финансов вам не стоит волноваться, у вас какой-то новый финансовый уровень. И это может быть какая-то прибавка к вашей зарплате, к пенсии, к каким-то выплатам. Это может быть улучшение ваших жилищных условий, может быть ремонт, может быть какие-то покупки в дом. Какая-то стабильность в вашей семье, в отношениях с вашими родственниками, с родителями. И то есть вот насчет денег, опять же, здесь у нас уже в сектор денег вот эта карта, да, показывала. Но здесь какие-то благоприятные финансовые дела, то есть у вас будут деньги на недвижимость, на какие-то покупки, даже на себя, может быть, вы начнете покупать более дорогие вещи, чтобы ваш статус подчеркнуть, потому что Луна – это одежда еще, и, может быть, родители вам помогают, может быть, вы начинаете помогать родителям, это деньги вашей семьи, и, как я говорила, это какая-то премия даже может быть, это благосклонность начальства, это прекрасное отношение в коллективе с вашим начальником. Поэтому здесь все прекрасно, несмотря у вас сейчас вообще в вашем секторе денег, финансов, работы стоит планета Юпитер. Юпитер в Тельце – это благоприятное положение, несмотря на то, что этой осенью еще Юпитер будет в ретро-движении, в обратном. Может быть, финансы не так быстро к вам поступают, но они стабильны. И в принципе, ретро-Юпитер здесь в Тельце, он даже, может быть, у кого-то и вообще не проиграется никак. То есть он как приносит удачу, так и приносит. Вы можете ожидать прирост финансов каких-то, это определенно. Так, 5-й, 11-й сектор – это такой сектор общения, да, с другими людьми, социальный сектор и романтический. И здесь у вас Солнце в Стрельце. Говорит о том, что вы можете, если вы свободны, познакомиться с каким-то человеком из другой страны, да, это какое-то влияние иностранных культур, может быть, вы проведете отпуск за границей, может быть, вы
начнете изучать иностранный язык или как-то применять, вот, или ваши дети могут успешно изучать иностранный язык. Дети иностранцы, может быть, дети приедут к вам с другой стороны, или вы поедете к детям в другую страну, что-то вот с этим связано, потому что это еще сектор детей, ваше творчество каким-то образом может быть связано с иностранной культурой, может быть, вы будете иметь много связей, много смотреть фильмов каких-то иностранных, и это откроет для вас какие-то новые горизонты, да, потому что здесь как бы соединение идет 5-9 сектора, либо 11-9 сектора. И это исполнение желаний, это вообще очень удачное стечение обстоятельств, когда вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время, удача, везение, популярность какая-то среди друзей. Поэтому здесь, скорее всего, вас ждет какой-то успех. Если вы принимаете участие в соревнованиях, если ваши дети там принимают участие, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, особенно если он связан с иностранной культурой, либо с какими-то иностранными товарами и так далее, то здесь тоже очень успешные могут быть удачные моменты, которые вы можете легко подхватить и продвинуться в своих желаниях, мечтах на новый уровень. Венера в Близнецах – это один из самых важных, 6-12 сектор в гороскопе. И Венера в Близнецах здесь символизирует какие-то мысли, много внутренних разговоров с самим собой. Внутренне вы обсуждаете, ведете такой диалог, да, ну, как сказать, вы как будто бы сами с собой обсуждаете какие-то моменты в жизни, да, или вам не хватает общения, и вы внутренне вот очень много думаете, вы, может быть, даже ищете с кем поговорить, с кем обсудить, у вас тут просто на этой картинке, видите, из головы дерево уже целое растет, вот такие мысли, нагромождение каких-то новых мыслей, планов, идей, новой информации. Здесь у нас вот еще тоже стрелец, солнце в стрельце, это тоже новая информация какая-то, может быть, у вас действительно так много будет общения и с друзьями, и самостоятельно вы что-то будете обдумывать, а может быть, это ваше изучение каких-то тайных знаний, медитация, может быть, вы, овны, наконец-то начнете медитировать. Я знаю, что не все овны могут это делать, и вам тяжело ваш ум успокоить. Здесь, конечно, карты Близнецы – это не карта покоя, но карта получения новой информации, благодаря которой, может быть, в будущем вы начнете какие-то духовные практики, анализировать свое тело, свое состояние здоровья. И может быть, наконец-то вы начнете говорить о ваших страхах, о том, что вас волнует. Может быть, вы будете записывать ваши сны или во сне вы будете получать какие-то известия, потому что Венера все-таки, она гармонизирует ваш ум и ваше подсознание. Поэтому здесь хочется еще сказать, что в октябре вы не тот человек, которому можно доверять свои секреты, потому что, скорее всего, по Венере в Близнецах вы можете рассказывать их при каком-то удобном случае, вы будете шептаться с кем-то, какие-то секретики, тайны, может быть, это даже тайные какие-то любовные отношения, да, все-таки Венера – это любовь и деньги, и здесь какое-то тайное общение, тайные знания, переговоры, как с самим собой внутри себя вас что-то постоянно, вы о чем-то волнуетесь. Но это не карта волнения, это просто такой внутренний диалог, когда вы всю информацию, которая к вам приходит, вы обдумываете внутри себя. А если вы с кем-то и общаетесь, то это только с тем человеком, который действительно такой же, как и вы, как близнец. Он поймет вас внутренне. Может быть, вы действительно найдете такого друга или подругу, или ваш партнер будет таким человеком, который как-то вас гармонизирует. А здесь, кстати, еще Венера была в знаке зодиака Дева. Ведь Дева и Близнецы – это два знака таких очень логичных, умных, быстро мыслящих. Поэтому, скорее всего, Овны вас будет в октябре притягивать именно такие партнеры, с которыми можно поговорить, что-то обсудить, которые все знают, которые любят такие же вещи, как и вы. Вы будете искать вот эту самую родственную душу. И по карте Венера в Близнецах вы ее найдете, да, потому что вы видите, здесь два человека как бы нарисовано. Либо вам так хорошо с самим собой, что вам даже не нужно партнера, как я уже говорила в начале, да, вы как-то сами себя успешно очень гармонизируете, и вам самого себя достаточно. Вы
очень вы научились проводить время с самим собой. Либо вот в октябре именно вы будете наслаждаться временем, которое вы проводите наедине с самим собой. Давайте возьмем несколько карт из колоды «Мистический понедельник». Эта колода, в общем-то, напоминает классическое таро. Она была создана американским тарологом. И что мы здесь видим? Карта правосудия, восьмерка мечей и пятерка мечей. Давайте, что вот эта ось Овен, весы, ось затмений кому-то может приносить судебные дела. И вы боитесь, да, по восьмерке мечей, что, возможно, вы не владеете всей информацией, вы не знаете, как выйти из-за какой-то затруднительной ситуации, связанной. Тут может быть связано с чем угодно, потому что первый, седьмой дом, он такой, все, что вот лично вас касается. Это и партнерство, и работа, и, не знаю, вопросы каких-то поездок, новых даже жизненных планов. Здесь, может быть, вы ждете, как ситуация повернется, это будет по справедливости, либо все-таки вам удастся что-то получить из этой ситуации, и вы здесь можете, да, обдумывать, как это будет. Интересно, интересно. Может быть, это дела, связанные с разводом, да, дела, связанные с получением каких-то материальных благ, но больше я здесь склоняюсь, что это личные отношения все-таки, потому что мечи — это какие-то переговоры, это документы, поэтому хочется взять еще карты, что здесь может быть у вас, Овны. Возьмем из этой колоды карту. Это Сатурн в Близнецах, это еще какие-то вопросы общения. И мечи — это тоже карта общения. Не знаю, что-то у вас будет очень много связано с общением, спекуляцией. Это все говорит о том, что, возможно, вы будете выяснять какие-то дела, связанные с семьей, с недвижимостью, с вашими родственниками. Может быть, это раздел имущества, может быть, действительно у кого-то развод, у кого-то брак, у кого-то заключение контракта какого-то свадебного, да, заключение договора с вашим партнером. Может быть, вы имеете совместный бизнес, какие-то совместные документальные вопросы с вашими партнерами, и вот это все нужно правильно переговорить, обговорить и не наговорить лишнего, да, по карте Сатурна в Близнецах. И здесь вот тоже 12-й сектор, язык ваш, враг ваш. Если вы говорите что-то, какую-то секретную информацию, вам нужно не выпускать из своего рта, либо наоборот, к вам поступит какая-то секретная информация, которую вы не знали, и вы начнете это как-то обдумывать, это может повлиять на вас. Какие-то тайны могут проявиться. Теперь враг — это как расширение семьи, расширение недвижимости за счет вашего партнера, да, как я уже сказала, за счет каких-то других людей. То есть это спекуляции, то есть какое-то желание, хитрость опять получить что-то за счет другого человека. Ну, может быть, это все связано с бизнесом у вас, Овны. Напишите в комментариях, что здесь может быть у вас, как у вас вообще в октябре, что складывается обстановка. Я вижу, здесь вы как будто бы на перепутье не можете принять решение, либо оно вообще не от вас зависит. Тогда я здесь могу вам дать такой совет. Во время того, как у нас будет коридор затмения с 14 по 20, не помню точно какое-то число, будет второй день затмения, в коридоре затмения, когда мы будем все находиться, не принимайте никаких серьезных решений, хотя, может быть, судьба вас натолкнуть на какой-то такой момент, да. Обдумайте все несколько раз, но вы здесь и будете это думать, может быть, с кем-то посоветуйтесь, с тем, кто был в подобной ситуации. И, в общем-то, я не вижу здесь у вас проблем, потому что здесь вышли хорошая карта Венера в Деве. Это карта расчета, кстати, такой иерархия вообще, как в природе, так и в жизни. Поэтому здесь вам надо в отношениях научиться проявлять четкий расчет и с партнерами личными, и по бизнесу, и вообще самим собой даже рассчитывать свои силы правильно. Так что вот такой интересный расклад для вас, Овны. И возьмите только самое лучшее отсюда, то, что резонирует с вами. Вам обязательно повезет во всех ваших вопросах. До встречи на моих новых видео. Всем пока!